Всем огромный привет! Вы находитесь на моем канале «Сказочная страна Амигуруми». И сегодня я хочу с вами связать вот такого вот пингвинчика, показать мастер-класс, даже связать с вами все аксессуары, которые есть на этих пингвинчиках. Размер этих пингвинчиков 14 сантиметров. Вяжутся они абсолютно практически одной деталью. Хвостик вот такой вывязывается, ножки вывязываются, пришивается только клюв и крылышки. Шапочка здесь снимается. Вот такая вот шапочка-ушанка у мальчика. Мы будем с вами ее вязать. И будем вязать аксессуары для девочки. Здесь снимается шарфик. Вот такая вот девочка получается. Здесь наушники не снимаются, мы их пришиваем. Сантиметров. Вяжутся они из толстого плюша. На них уходит чуть меньше половины моточка. Вот такие крылышки у них двойные. Состоят. Ну а сейчас давайте посмотрим, что необходимо. Какие необходимы материалы для того, чтобы связать вот таких вот пингвинчиков. Свяжем мы этому пингвиненку подружку. А также аксессуары для них. Мальчику мы свяжем шапочку-ушанку, а для девочки свяжем наушники. Клюв связан из полухлопка. Что же нам понадобится? Значит, для тела пингвини девочки я выбрала вот такой вот Хималай Вельвет. Это номер 949. Такой тут очень мне понравился. Такой вот светло-розовый какой-то. В общем, очень непонятный, но очень красивый цвет. Дальше. Клюв я буду вязать из полухлопка. Не знаю, откуда у меня эта ниточка, но она тоненькая была. Я ее в два сложения перемотала. И теперь она как обычный джинс оранжевого цвета. Дальше белая мордочка вязана будет, и это белый обычный тоже толстый плюш, не могу сказать, так как этикетки нет. Дальше в этот раз я буду вывязывать ножки, тоже вот такой вот под цвет клювика. Вывязывать будем ножки, поэтому я взяла вот оранжевый цвет, тоже толстый плюш. Дальше шапочку-ушанку мы будем с вами вязать из Хималай Dolphin Baby. Здесь у меня есть пока этикеточка, это 803-26. Вот такой вот светло-голубенький цвет. И наушники мы будем с вами вязать. Это будет сама перемычка и розовенькие сами наушники. В принципе, все, что нам еще необходимо, так это крючки 2,5 и 4, ножницы, глазки обыкновенные черные, 10 миллиметров. Также нам понадобится маркер, и иголочка с толстым ушком и тупым концом. Все, и давайте приступим к вязанию. Итак, беру я крючок номер 4. Приготовила маркер и беру уже под цвет туловища пряжу и набираю 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дальше, ввязывая хвостик, мы провязываем 8 прибавок во втором ряду. Это получается в каждый столбик по 2 столбика без накида. Маркер ставим в первую петлю и провязываем в каждую петлю прибавку 2 столбика без накида, подтягивая при этом хвостик для того, чтобы закрыть вот эту вот дырочку, которая у нас в серединке.
Значит, во втором ряду у нас должно получиться 16 столбиков без накида. Третий ряд мы провязываем 1 столбик без накида плюс прибавка, так повторяем 8 раз. В конце 24 столбика без накида. И четвертый ряд провязываем 2 столбика без накида плюс прибавка, так повторяем 8 раз. В конце 32 столбика без накида. Давайте провяжем эти 4 ряда. Итак, провязали мы 4 ряда. Вот такая вот деталь у нас получается. Значит, пятый ряд. Пятый ряд мы уже будем с вами вывязывать ножки и хвостик начинать. Поэтому снимаем маркер и провязываем 1 столбик без накида. В следующую петлю мы провязываем 4 столбика с накидом в одну петлю. Итак, 1 столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, сюда же 3 столбик с накидом и сюда же 4 столбик с накидом. Вот так вот. Дальше мы провязываем 10 столбиков с накидом. Ой, без накида. 10 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь мы с вами будем вывязывать ножку. Я беру пряжу оранжевого цвета. Снимаю петелечку и провязываю 10-ю петлю уже оранжевым цветом. Хвостик убираю, делаю накид, и в следующую петлю я провязываю 5 столбиков с накидом. 1, сюда же 2, хвостик при этом ввязываем, сюда же 3, сюда же 4 и сюда же 5. Вот так вот. Теперь мы чуть-чуть увеличиваем хвостик, не хвостик, а петельку. Вставляем в первую петлю крючок, захватываем петельку, подтягиваем ее и выводим. Убираем оранжевую пряжу, захватываем уже розовую и делаем воздушную петлю. Теперь давайте провяжем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9-ю надо было не провязывать. Вот так мы оставляем ее. Провязываем уже оранжевой ниточкой. Не затягиваем здесь. Здесь не нужно затягивать. Вот так вот она получается. Вот и теперь делаем накид. И в следующую петлю провязываем 5 столбиков с накидом. 1, 2, сюда же 3, сюда же 4 и сюда же 5. Вот так вот. Теперь точно так же делаем. Спускаем, убираем с петельки, входим в первую петлю, захватываем петельку и провязываем ее и делаем воздушную петлю уже розовой. Вот так вот. И дальше провязываем 9 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 и 9. Вот такая деталь получается. Я обрезаю ниточку, подлиннее где-то обрезаю, завязываю здесь хвостик на узелочек. Вот так вот, можно еще, чтобы хвостики эти не... Во. Все, оранжевая ниточка нам пока не нужна. Все, вот такая вот деталь получается. Вот такие вот ножки, видите, у нас получается. Дальше 6-й ряд. Привязываем так. Один столбик без накида, первый, и ставим маркер. Дальше провязываем 4 прибавки. 4 прибавки столбиками с накидом. Итак, в первую петлю 2 столбика с накидом. В следующую петлю 2 столбика с накидом. Еще 2 столбика с накидом. И еще 2 столбика с накидом. Дальше провязываем по кругу 30 столбиков без накида. То есть теперь в каждую петлю я провязываю столбик без накида. По кругу без прибавок и убавок. Давайте провяжем. Итак, 8-й ряд. Вот так вот у нас получается деталь. Итак, 8-й ряд. Вяжем 1 столбик без накида и ставим маркер. Дальше мы провязываем 4 убавки столбиками без накида. То есть захватываем за полную петельку, выводим ниточку, не провязываем. В следующую вводим 3 петли на крючке, провязываем. Итак, 1, 2, 3 и 4. Дальше провязываем по схеме 4 столбика без накида, убавка. 1, 2, 3, 4 и убавка. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 30 столбиков без накида. И 9-й ряд провязываем без прибавок и убавок 30 столбиков без накида. Итак, 10-й ряд. Вяжем 1 столбик без накида и ставим маркер. Дальше провязываем 2 убавки. За передние полупетельки я провязываю 1 убавочку и следующую, вторую. Все, дальше по кругу в 10 ряду я провязываю 25 столбиков без накида. В конце ряда у нас должно получиться 28 столбиков без накида. Итак, вот такая деталь уже получается. Дальше 11 ряд. 11 ряд вяжем, снимаем маркер и провязываем 1 столбик без накида. И ставим обратно маркер. Дальше провязываем 1 убавку. И дальше до конца ряда мы провязываем опять 25 столбиков без накида. В 11 ряду должно получиться у нас 27 столбиков без накида. И дальше 12 и 13 ряд, 2 ряда всего лишь мы провязываем 27 столбиков без накида. Давайте провяжем. Итак, 14 ряд. Вяжем так, снимаем маркер. 1 столбик без накида ставим обратно. Дальше провязываем по схеме 2 столбика без накида и убавка. Так нужно провязать еще 5 раз.
по кругу. В конце мы провязываем 2 столбика без накида. И в конце ряда должно получиться 21 столбик без накида. 15 ряд провязываем без прибавок и убавок. 21 столбик без накида. Итак, в 16 ряду провязываем по схеме. Провязываем первый столбик без накида и ставим маркер. И дальше провязываем еще 4 столбика без накида. 2, 3, 4 и 5. 5 это вместе с первой петлей. 1, 2, 3, 4, 5. И дальше провязываем убавку. Так нужно провязать еще 2 раза. В конце ряда у нас получается 18 столбиков без накида. И 17 ряд мы провязываем без прибавок и убавок 18 столбиков без накида. Ну что ж, туловище мы с вами провязали. Теперь давайте начинаем голову вязать. 18 ряд провязываем так. Снимаем маркер и провязываем в каждую петлю 2 столбика без накида. Первую петлю ставим маркер и провязываем в каждую петлю 2 столбика без накида. Так нужно провязать до конца ряда. В конце ряда у нас получается 36 столбиков без накида. Итак, следующий 19 ряд. Провязываем 22 столбика без накида. В первую петлю ставим маркер. Внимательно смотрим, чтобы не пропустить ни одной петельки, так как мы сейчас будем с вами вывязывать сердечко на мордочке. 2, 3. Давайте провяжем 22 столбика. Теперь мы будем с вами вывязывать сердечко на мордочке у пингвиненка. Поэтому мы берем с вами белую ниточку и снимаем с последнего петелечку, с последнего столбика. И провязываем, захватываем белую ниточку. И провязываем девять столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 и 9. Не довязывая последнюю, берем, захватываем уже розовую пряжу, не натягиваем, не в натяжку. Провязываем 9 и дальше провязываем до конца ряда. 1, 2, 3, 4 и 5. 5 столбиков без накида. Давайте затянем немножечко ниточки, петелечки. Вот первый, вернее, 19 ряд провязан. Следующий ряд снимаем маркер и провязываем 21 столбик без накида. В первую петлю ставим маркер и давайте провяжем 21 столбик. Провязав, не довязывая 21 столбик, я убираю ниточку и захватываю белую ниточку. И дальше провязываем с вами белой пряжей 11 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Не довязывая 11 столбик, убираем белую. Так, и захватываем розовую, не затягивая ниточку. И провязываем в конце 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Подтягиваем ниточки здесь
И 22 ряд. 21 ряд. Провязываем 21 столбик без накида. Вот такая деталь получается уже. Чтобы ниточки не сильно затягивали. Не нужно, чтобы они затягивали. Они должны быть свободно вот тут висеть. Все, значит, 21 ряд. Провязываем 21 столбик без накида. Итак, в 21 ряду не довязываем 21 столбик. Убираем ниточку и берем белую. Здесь вот не затягиваем ее. Не затягиваем, провязываем. И дальше провязываем белой пряжей 12 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12-ю не провязываем последнюю петелечку, а берем, захватываем розовую, чтобы здесь она была свободна, и провязываем уже розовой 1, 2 и 3. Вот такой вот получается у нас 21 ряд. Дальше 22 и 23 провязываем точно так же. Сначала мы провязываем 21 столбик без накида, последнюю не провязываем. Дальше захватываем белую ниточку, провязываем 12 столбиков без накида белой, 12 не довязываем, одеваем розовую и провязываем 3 столбика без накида. Давайте 22 и 23 ряд провязываем точно так же. Давайте провяжем. Итак, смотрите, вот такая деталь у нас получается впереди. Теперь дальше 24 ряд. Провязываем так. Снимаем маркер. Провязываем первую петлю, первый столбик без накида. И дальше провязываем 22 столбика без накида. Итак, не довязывая 22 петлю, я убираю розовую и захватываю белую пряжу. И довязываю петелечку уже белой. Дальше мы провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3 и 4. Четвертую, давайте подтянем петельки. Четвертую не довязываем, убираем ниточку и захватываем розовую. Провязываем 1 столбик без накида и второй столбик без накида не довязываем. Убираем розовую, захватываем белую. Провязываем белой. Провязываем белой 1 столбик без накида, второй столбик без накида, третий и четвертый. Четвертый не довязываем, убираем ниточку беленькую, захватываем розовую и провязываем до конца ряда 4 столбика без накида. 25 ряд. Провязываем так, снимаем маркер, в первую петлю возвращаем на место и провязываем 23 столбика без накида. Итак, не довязывая 23 столбик, я убираю розовую, одеваю белую ниточку и провязываю. Дальше провязываем 2 столбика без накида. Один и 2. Вторую не довязываем, убираем белую и одеваем. Берем розовую и провязываем розовой. И дальше провязываем 1 столбик без накида, второй,
третий, четвертый не довязываем, убираем, одеваем белую. Белой провязываем 1 столбик без накида. Давайте поподтягиваем все ниточки. 1 столбик без накида и второй не провязываем. Убираем белую, одеваем розовую, провязываем и до конца ряда уже 1, 2, 3, 4 и 5 столбиков без накида. Вот смотрите, вот что у нас получается. Вот такая вот деталь у нас получается. Теперь давайте с вами вставим глаз. Значит, уже на этом уровне мы не будем делать, обрезаем белую ниточку. Она нам больше не нужна. Мы уже вывязали мордочку у пингвиненка. Теперь давайте вставим глазки. Глазки мы вставляем. Отсчитываем с верхней части мордочки. 1, 2, 3 и 4. Между третьим и четвертым рядом я ставлю глазки. Между третьим и четвертым рядом, если считать сверху. И теперь я просто вот эти вот заглушечки, чтобы они точно не выпали, я их немножечко поджигаю и делаю такую шляпку на самом глазике. И на втором глазике точно так же. Смотрите внимательно, чтобы не спалить, не подпалить ниточки. Все, сделали мы с вами глазки. Теперь давайте набьем с вами деталь, потому как уже со следующего ряда мы будем с вами делать убавки. Поэтому давайте набьем полностью деталь плотно. Итак, смотрите, обрезала я уже ниточку, набила голову, не голову, а туловище полностью набила. А вот я, когда набивала, вот здесь вот надо, чтобы оно было плоским, чтобы пингвин мог так вот спокойно стоять. Вот, то нужно, чтобы деталь была плоская. Набивайте так и потом, ну как бы плотненько набивайте и вот так вот такими движениями сбивайте нижнюю часть, чтобы пингвинчик мог вот так вот спокойно себе стоять. Итак, теперь давайте будем с вами довязывать голову. С 26 ряда мы начинаем с вами провязывать убавки. Снимаем маркер и провязываем 4 столбика без накида. В первую петлю ставим маркер. И провязываем еще 2, 3 и 4. И дальше провязываем убавку за передние полупетельки. Убавочка. Так нужно провязать до конца ряда еще 5 раз. В конце ряда у нас должно получиться 30 столбиков без накида. И дальше мы вяжем по схеме убавочными рядами. 27 ряд. 3 столбика без накида плюс убавка. Так повторяем 6 раз. В конце 24 столбика без накида. 28 ряд. 2 столбика без накида плюс убавка, так повторяем 6 раз. В конце 18 столбиков без накида. 29 ряд, 1 столбик без накида плюс убавочка, так повторяем 6 раз. В конце 12 столбиков без накида. И 30 ряд, 6 убавочек. Дальше мы стянем иголочкой с вами голову и встретимся. При этом постепенно набивайте голову, чтобы она была тоже плотненькая, как и туловище. Вот. И все, давайте с вами провяжем эти убавочки. Итак, провязали мы голову, и осталось отверстие. Я уже закрепила ниточку, одела иголочку, и отверстие мы с вами будем закреплять. За полупетельки стягивать отверстие. За каждую полупетельку
И отверстие вот так вот постепенно стягивается. Дальше мы с вами закрепляем. Так. Итак, нужно закрепить отверстие. Так. И в серединку, там, где мы закрепляли с вами узелочек, в серединку вставляем. Для чего? Чтобы вот это вот, чтобы выпуклость эта, она втянулась. Вот видите, я втягиваю, и она втягивается вовнутрь. Теперь путаем ниточки, обрезаем. Все. Туловище наше готово. Теперь давайте с вами свяжем клювик. Клювик будем вязать из полухлопка. Значит, я приготовила крючок 2,5. И теперь у меня двойная ниточка, но по плотности она идет как ярнард джинс. Итак, набираю 4 воздушные петли. 1, 2, 3 и 4. Со второй петли от крючка 2 столбика без накида. Так. 1 и 2. Дальше в последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида. 1, 2 и 3. Дальше по второй стороне, провязывая хвостик, вяжем 1 столбик без накида. И в последнюю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одну петлю. В конце ряда должно получиться 8 столбиков без накида. Подтягиваем хвостиком наше вязание. И второй ряд провязываем. В первую петлю провязываем прибавку. Так. 2 столбика без накида в одну петлю. Дальше провязываем 1 столбик без накида. И дальше провязываем 3 прибавки. 3 прибавочки подряд. 2 столбика без накида в одну петлю. Это раз прибавка. Вторая прибавочка. И третья прибавка. Дальше провязываем 1 столбик без накида. И провязываем в конце 2 прибавки. И в последнюю тоже 2 столбика без накида. Не скользит ниточка, она не очень хорошая, но хорошо, что маленькую деталь нужно вязать. Большую деталь я бы не вязала, потому что очень плотная пряжа какая-то, не скользит. Дальше третий и четвертый ряд. Провязываем по кругу 14 столбиков без накида. Итак, провязала я клювик, уже поставила ее на иголочками, укрепила, где нужно пришить. На уровне, верхний клювик должен быть на уровне глаз.
Ну и нижний вот так вот. Немного его набить холофайбером. И вот такой вот клювик получается. Теперь я взяла обычную иголочку и обычной иголочкой буду пришивать. Его не нужно делать плоским, он должен быть таким вот выпуклым. Его немного нужно набить холофайбером. Все, давайте пришьем вот по кругу. Вот по кругу, маленький в каждое отверстие, маленькими стежочками и прошьем. Давайте. Итак, смотрите, пришила я по кругу клювик. Вот такой вот он выпуклый получился. Не плоский, а вот такой вот более набитый. Теперь давайте с вами свяжем крыло. Значит, одно крылышко я уже связала. Оно будет у нас двустороннее. С одной стороны белое, с другой под цвет нашего тела. Значит, крыло вяжется из двух деталей одинаковых. Белое я уже связала. И еще одну давайте свяжем с вами вместе. Беру я крючок номер 4 и набираю 2 воздушные петли. Во вторую петлю от крючка я провязываю 2 столбика без накида. Раз, два. Дальше воздушная петля, разворачиваю вязание и провязываю 2 прибавки. В конце ряда 4 столбика должно получиться. Дальше делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем 4 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание. В первую петлю провязываем прибавку. Дальше провязываем 1 столбик без накида, второй столбик без накида и следующую прибавка. 2 столбика без накида в одну петлю. В конце ряда получается 6 столбиков. Разворачиваем вязание и дальше провязываем 5 и 6 ряд, 6 столбиков без накида. Итак, провязали 6 рядов. Теперь делаем воздушную петлю, разворачиваем вязание и провязываем первую убавку. Дальше провязываем 1 столбик без накида, второй столбик без накида и в конце убавка. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание. И в 8 ряду мы провязываем 2 убавки. Раз убавка и вторая убавка сразу. Вот такая вот деталь. Теперь мы должны связать 2 детали вместе. Я прикладываю белую деталь, снимаю с крючка, одеваю сначала в первую. Одеваю свободную петлю, делаю воздушную и связываем 2 вместе детали столбиками без накида в каждый ряд. В конце, вернее, в центральную петельку мы с вами провяжем 3 столбика без накида. И вот в центральную петельку провязываем 3 столбика без накида. 1, сюда же 2, хвостики прячем вовнутрь, и сюда же 3. И дальше провязываем по второй стороне. Хвостики давайте вложим в серединку и связываем, провязываем, вернее, столбиками без накида по второй стороне детали, связывая их вместе. И вот здесь вот остается 2 петли, их тоже провязываем
Закрепляем ниточку соединительным столбиком. Оставляем нить для пришивания. Вот такое 2 крылышка получается. Теперь смотрите. Там, где у нас были убавки, мы их прикладываем белой частью вовнутрь. И вот возле шейки нужно прошить тупой иголочкой, одеть ниточку и пришить 2 крылышка вместе. Вот так вот. С одной и с другой стороны. Давайте пришьем. Итак, смотрите, пришила я крылышки. Ровно пришила по центру. С одной и с другой стороны. Вот, и вот так вот их выворачиваю, чтобы они как будто бы, ну, немножечко, можно так сделать. Ну, то есть вы уже сами регулируете. Смотрите, они очень хорошо подвижны и могут себе спокойно форму принимать такую, которая вам нужна. Теперь давайте вышьем с вами реснички. Я вставила ниточку джинса и просто вот так вот возле глаза прошиваю, вышиваю реснички и вывожу на то же самое место, откуда и вставила иголочку. Вот так. Все поправляем. Вот с одной и с другой стороны. Теперь узелочек завязываем. Обрезаем ниточки, чтобы были видны хвостики, и вовнутрь вставляем хвостик. Вот так. Ну что ж, все. Пингвинчик наш готов. Вот так он выглядит. Хвостик красивенько тут стоит. И теперь давайте с вами вышьем аксессуары для наших пингвинчиков. Значит, у одного, как я сказала, будет шапка-ушанка, а у другой девочки будет наушники. Значит, связала я шарфик. Просто набрала цепочку из 50 воздушных петель и обвязала по кругу столбиками без накида. Вот, и будем вот так вот, можно ее будет вот так вот завязать, и если хотите подлиннее, можно подлиннее сделать, но я думаю, что этого достаточно. Вот так вот. Это шарфик. И давайте с вами вышьем наушники. Значит, один наушник я уже связала. Связала вот такую вот полосочку. Взяла светлый беж. Набрала цепочку из 20 воздушных петель и просто соединительными столбиками провязала один ряд. Оставила ниточку. И как я буду сейчас ее пришивать? Нужно вставить иголочку. Вставляю иголочку. И смотрю, где у нас будет держаться наушники. Вот так вот нужно пришить. Вот так вот нужно пришить полосочку. Вот так вот. Сыпется ниточка. Вот.
И можно белой ниточкой. Здесь я зафиксировала. Вот. И перейти нужно на вот эту сторону. Если хватит мне ниточки, то я пришью это. Если не хватит, пришью обыкновенной. И пришиваем с этой стороны. Итак, смотрите, такую вот полосочку мы пришили вот по всей голове. Теперь я связала уже один наушник. Нам нужно его пришить вот таким вот образом. И вяжем второй наушник. Набираем 2 воздушные петли и во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Второй ряд провязываем 6 прибавок. В каждую петлю 2 столбика без накида. В конце ряда у нас должно получиться 12 столбиков без накида. Маркер ставим в первую петлю. Давайте провяжем. Провязали мы второй ряд, третий ряд. Снимаем маркер и провязываем 1 столбик без накида. Ставим маркер и провязываем следующую прибавку. 2 столбика без накида в одну петлю. Так нужно провязать до конца ряда. Еще 5 раз. В конце ряда у нас должно получиться 18 столбиков без накида. И четвертый ряд провязываем без прибавок и убавок 18 столбиков без накида. Итак, пятый ряд провязываем так. Снимаем маркер, провязываем 1 столбик без накида. Дальше провязываем одну убавку. За передние полупетельки провязываем убавку. Так нужно провязать до конца ряда еще 5 раз. В конце ряда у нас получается 12 столбиков без накида. И шестой ряд провязываем 6 убавочек. Давайте провяжем. Итак, смотрите, провязала я вот такой вот деталь. Вот здесь остался у нас отверстие небольшое. Его надо немножко наполнить холофайбером. Я его наполняю с помощью пинцета у меня. И затем оставила небольшой хвостик для пришивания. Небольшой кусочек. Все. И теперь одеваю иголочку. И закрываю отверстие. За полупетельки стягиваю отверстие. И теперь фиксирую несколько раз. В центр вставляю иголочку. Вот так вот. И вот так делаю плоско. Обрезаю ниточку. И вот такие вот 2 наушника получилось. Значит, смотрите, мы их будем пришивать вот так вот к голове обычной ниточкой с обычной белой иголочкой. Давайте пришьем вот так вот к пингвинчику. Итак, смотрите, пришила я наушники. Итак, девочка наша готова. Вот так вот она выглядит. Наушники не снимаются, они пришиты. Снимается будет только шарфик. Вот, крылышки можно в разные стороны. Вот так вот. Итак, девочка наша готова. Теперь давайте оденем мальчика. Мальчика я хочу связать шапку-ушанку.
А вот она у меня будет синего цвета, и я уже провязала по кругу. Сейчас я вам скажу схему. И будем с вами вязать уже все остальные детали. Итак, я набирала первый ряд 2 воздушные петли, и во вторую петлю от крючка я провязывала 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. Делала таким образом кольцо амигуруми. Второй ряд я провязывала 6 прибавок, в конце 12 столбиков без накида. Третий ряд я провязывала 1 столбик без накида плюс прибавка. Так повторяла 6 раз, в конце 18 столбиков без накида. Четвертый ряд 2 столбика плюс прибавка, так повторяла 6 раз, в конце 24 столбика без накида. Пятый ряд 3 столбика без накида плюс прибавка, так повторяла 6 раз, в конце 30 столбиков без накида. Шестой ряд провязываем 4 столбика без накида плюс прибавка, так повторяем 6 раз, в конце 36 столбиков без накида. И дальше 7, 8, 9, 10 и 11 и 12, 5 рядов я провязывала 36 столбиков без накида. И вот такая шапочка у нас получается. Вот так вот можно ее одеть. И пока вот так вот она хорошо заходит. Теперь я отметила маркером, где у нас будет шапка. Вот, отворот. Итак, вот я закончила ряд. Теперь я делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю в каждый ряд за заднюю стеночку петли. Я провязываю столбик без накида. 1, за заднюю стеночку петли 2, дальше 3, дальше 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 столбиков без накида провязали. Делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю 12 столбиков без накида, провязываю так 5 рядов. А первый мы провязали, еще 4 ряда. Давайте провяжем. Итак, провязали мы 5 рядов, и 18 ряд делаю воздушную петлю, разворачиваю вязание и провязываю первую убавку. 3 петли на крючке, делаю убавочку. Дальше провязываю 8 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в конце тоже делаю убавку. 3 петелечки на крючке. Так, сейчас, секунду. И делаю убавку. Все. Обрезаю здесь ниточку, фиксирую ее. Все, вот такая вот деталь получается. Теперь давайте с вами провяжем ушки. Итак, теперь вяжем с вами ушки. Отступаем от козырька 1 столбик и со следующего столбика провязываем. Соединяем петелькой, соединяем хвостик. Хвостик ввязываем, делаем воздушную петлю и провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Воздушная петля, разворачиваем вязание и провязываем первую убавку. Дальше провязываем 4 столбика без накида. 2, 3 и 4. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, опять первая убавочка. И дальше провязываем 1, 2, 3
3 столбика без накида. Воздушная петля, разворачиваем вязание, провязываем одну убавку и провязываем дальше без изменений. 2 столбика без накида. Дальше воздушная петля, разворачиваем вязание, провязываем одну убавку и 1 столбик без накида. Теперь обрезаем ниточку и фиксируем. Второе ушко провязать точно так же. Отступить 1 столбик от козырька и провязать точно так же. Давайте провяжем. Итак, связали мы 2 ушка. Вот такая вот деталь у нас получается. Вот теперь давайте сделаем обвязку. Обвязку я буду делать белой пряжей. И начинать буду с задней части, с затылочка. Присоединяю ниточку, делаю воздушную петлю. И теперь будем делать обвязку. Обвязку будем делать по всей детали. По уголкам мы будем с вами делать убавочку. Вот так делаем убавочку и дальше провязываем. Хвостик при этом вязываем. По уголочкам делаем по 3 столбика без накида. Здесь по 3 столбика без накида, здесь делаем убавочки. Здесь по 3 столбика без накида, здесь делаем убавки. Давайте провяжем и сделаем обвязку. Провязав до ушка, провязав в один уголочек 3 столбика без накида, я набираю цепочку из воздушных петель 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И со второй петли от крючка провязываю столбики без накида. Это мы с вами провяжем завязочки. Вот таким вот образом провяжем завязочки. До конца ряда. Вот так вот. И дальше, ввязывая хвостик, продолжаем вязать обвязку. В этот уголочек 3 столбика без накида. И вот такая вот у нас получается завязочка. Дальше продолжаем провязывать обвязку, ввязывая хвостики. Немножко провязав хвостики, можно их обрезать, так как они уже нам мешают. И продолжаем дальше обвязку. Последний остается последний ряд. Я ввожу петелечку, не провязываю. И вот в уголочек тоже не провязываю. Делаю таким образом убавочку. Точно так же провязываю 1 столбик без накида. И точно так же здесь 1 столбик здесь и 1 на козыречке. И провязываю убавку. Теперь по козыречку провязываю. На уголке козыречка тоже провязываю 3 столбика без накида. 2, 3 и дальше по ряду. Все, и давайте дальше до конца провяжем самостоятельно. Итак, ну что ж, связала я шапочку, закрепила ниточку, спрятала все. Вот такая вот шапочка у нас получается. Шапочка-ушанка. И давайте примеряем его на пингвинчика нашего. Смотрите, как четко садится шапочка. Вот. Вот такой вот мальчишка у нас получился. Итак, получилось уже, мы у нас связали
и девочку, и мальчика. Вот, надеюсь, вам понравился мастер-класс. Такой вид сзади у нашей сладкой парочки. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Впереди еще очень много мастер-классов. Ну а пока я вам говорю пока-пока.